Этот салат вам точно нужен. Да-да, не преувеличиваю. Он настоящий универсал в любое время года, на праздник, на обед, ужин или даже просто на каждый день. Он простой, но при этом вкусный, с интересными нотками и самое главное полезный. Так что если вы ищете, чем порадовать себя и близких, смотрите внимательно, потому что здесь есть пара фишек, которые точно стоит взять на заметку. Начну с лука. Репчатый лук нарезаю средним кубиком, не слишком мелко, чтобы он чувствовался, но при этом не крупно, чтобы не перебивал все остальное. Он играет здесь важную роль, потому что, как вы знаете, лук и свекла – это почти классика. Они отлично сочетаются, особенно если лук правильно подготовить. Свекла у меня уже готова. И если вы часто смотрите мои рецепты, то наверняка знаете, что советую запекать свеклу. Да, в кожуре в духовке, завернув ее в фольгу. Так она сохраняет все полезные свойства. Остается сладковатой, ароматной и при этом не становится водянистой. Прокалываю ее вилкой, немного подсаливаю и в духовку. Можно сразу запечь несколько штук и хранить в холодильнике, очень удобно. Если такие рецепты вам близки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые идеи. Тем временем возвращаюсь к луку. Обжариваю его на сковороде на растительном масле. Огонь средний, не торопитесь. Даю луку спокойно дойти до золотистой корочки. И вот здесь первый нюанс, который отличает обычный салат от вкусного. В конце обжаривания я добавляю щепотку сахара. Он карамелизирует лук, и тот становится не просто поджаренным, а с легкой сладкой ноткой, которая удивительно красиво сочетается со свеклой. Это не приторно, это именно вкусно. Кстати, список всех продуктов, как всегда, вы найдете в описании под этим видео. А если у вас есть свои маленькие хитрости на кухне, обязательно напишите в комментариях. Мне и другим зрителям будет очень интересно почитать. Следующий ингредиент – соленый огурец. Нарезаю его соломкой. Да, можно взять и маринованный, получится немного другая нотка, но все равно вкусно. С огурцом салат становится выразительным, появляется приятная кислинка. Теперь отварное яйцо. Нарезаю его кубиком, не слишком мелко. Яйцо добавляет нежности, насыщенности, делает салат более сытным и вместе с майонезом создают ту самую кремовую текстуру. Но это еще не все. Потерпите немного, впереди самый интересный штрих. Удобно подготовить все ингредиенты сразу. Это сократит время приготовления и поможет ничего не забыть. В большую миску выкладываю свеклу, остывший карамелизированный лук, соленый огурец и нарезанное яйцо. Все по порядку. Теперь майонез. Его нужно немного. Добавляю мелко нарезанную зелень, у меня укроп и петрушка. Можно только укроп, он отлично дружит со свеклой. Зелень – это и аромат, и вкус, и цвет, и, конечно же, польза. Немного свежемолотого черного перца для баланса вкуса. Перемешиваю и обязательно пробую. Иногда нужно чуть-чуть подсолить, особенно если огурцы не слишком соленые. И вот теперь мой секретный ингредиент – грецкие орехи. Немного, горсть, крупно порубленные ножом. Добавляю в салат и снова аккуратно перемешиваю. Орехи дают приятную текстуру, легкий хруст и при этом делают салат более питательным. Они отлично сочетаются со свеклой. Кстати, если вы не едите орехи, их можно заменить на семечки или добавить немного обжаренного кунжута. Все зависит от того, что любите больше. В итоге у нас получается салат, который одинаково хорош и на каждый день, и на праздничный стол. Он сочный, ароматный, насыщенный, но не тяжелый. Готовится быстро, из доступных продуктов и при этом смотрится красиво. Попробуйте приготовить, и вы сами поймете, почему я так люблю этот рецепт. Иногда именно такие простые блюда и становятся любимыми. Их хочется повторять снова и снова. Спасибо, что смотрели. Если рецепт вам понравился, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями. До встречи в следующих вкусных видео.